Но вот когда я поднимаю вопрос о рабочем мини-ПК, мне почему-то все приводят в пример какие-то Intel N100. Говорят, он дешево, сердито. Это имеется в виду процессор. 4 ядра, 4 потока. И тут у нас стала дилемма. Меня один спрашивает, а какой же рабочий мини-ПК можно купить там, где вот помощнее, чем Intel N100, и, например, не нужен там суперигровой мини-ПК. Например, там на 79, там какой-нибудь Ryzen 7, 7945 там есть, я видел, там и 8, 8845 HS. Потому что там цена, ну, честно говоря, не сложат там цену. А я говорю, ну, возьми на Core i5 1340p 13-го поколения, а какой? А вот такой вот Ninker N13, ребят. Вот такой вот мини-ПК есть, Ninker N13, обалденная мини-ПКшка в плане того, что здесь у нас стоит 16 гигабайт DDR4 базовой, но при этом поддерживается двухканал. Я сюда влупил еще одну, у меня 32 гигабайта на тесте будет. 1 терабайтный SSD-шник, NVMe-шечка, процессор. У нас получается 12-ядерный процессор, 16 потоков и очень неплохие возможности. 2,5 гигабитный модуль, Wi-Fi 6, Type-C-шечка, 3 мониторчика можно подключить. Классный мини-ПК. Вообще очень интересен он тем, что мы там не только, допустим, работали, что там мы там работали с таблицами, смотрели кино, мы еще и поиграли. Во что мы поиграли, вы узнаете в обзоре. Конечно, подписавшись, вы не пропустите другие наши видео про мини-ПК, про ТВ-боксы, про роутеры, да про все что угодно. Но этот мини-ПК заслуживает внимания, и мы решили сделать для вас его обзор на канале Технозон. Поехали. Ну вот он на сайте производителя. Вернее, это официальный магазин Ninker. Слушайте, как он? Ninker, не знаю, Ninker, я его называю Ninker. Ребята, компьютер, я вам сразу говорю, неплох, потому что я его уже протестировал. Цена, на цену не смотрите. На момент публикации этого видео она, скорее всего, будет ниже. Вы это поймете. Но, давайте так. Что заявляют? Версия 16 на 1 терабайт, сразу ставьте вторую планку. Intel Core i5 1340p и поехали смотреть. У нас он позиционируется как офисный вариант. 4.6 Max в турбобусте частота, мы достигали 4.5. Я вам скажу, ну это нормально, то есть максимальную частоту словить это прям вот нагрузить надо в долгое время. Intel Iris Xe Graphics. Теперь 1 терабайт PCI-Express 3. Нифига здесь не PCI-Express 3. Зачем они пишут PCI-Express 3? Мы получили на нем 5000 мегабайт скорость чтения. Там стоит Crucial. Там стоит Crucial, и скорость чтения была 5000 мегабайт. Вы сейчас видите скриншот. Здесь не PCI-Express 3. И, кстати, Crystal Disk Info мне тоже выдал PCI-Express 4. Wi-Fi 6, здесь Realtek, Wi-Fi 6 посредственный, но неплох. Дальше HDMI есть у нас, через Type-C тоже можно выводить видео, и размеры достаточно небольшой, 11 на 10 на 4. А вот дальше, 12 ядер, 16 потоков, 12 мегабайт кэш 3 уровня, 64 ватт максимальный TDP. И тут они, вот видите, сравнивают с другими Intel Core i5 11400H, Intel N100 с N100. Вообще его сравнивать некорректно. Вот если кто-то говорит, там, я N100 могу купить там за $150. Ребят, это не N100. Это не N100, это другой производительности процессора. Если, допустим, Recalculate Monte Carlo, тест на базы данных, на Intel N100 показывает больше 200 секунд рекалькуляции таблицы, то здесь он спокойно за 30 до 90 справляется. Ребят, это приросты сумасшедшие. Поддерживает двухканал. Именно в двухканале я буду его тестировать. Однозначно. Да не PCI-Express 3, там PCI-Express 4. Блин, зачем вы это показываете? Ладно. Windows 11 поддержка, HDMI 2.2.0 плюс Type-C. Короче, это все классно. Мультимониторинг, отлично, офисно. Но я вам скажу больше, я на нем даже поиграл во что-то. 2,5 гигабита RJ45 подтверждаю. Неплохо он справляется с охлаждением, все в обзоре увидите. Тут главное, ну на бачках вы видели, тут главное, во что мы смогли поиграть. Говорю сразу, дальше увидите. Counter-Strike 2. На минимальных, конечно, но поиграли. Танки полноценные, на средних настройках 60-70 FPS. Полноценные танки, не блицы. Поиграли в StarCraft 2, поиграли в Hearthstone, Diablo 3.
Никаких там пабгов или 3А игр тут не будет. Но во что-то поиграть вы сможете. Посмотреть кино, поработать с офисными документами идеально. И тут вот, конечно, да, цена у нас получается такая, потому что проц достаточно мощный, неплохое сочетание. Даже можно что-то помонтировать в 1080p. Но вы все увидите, именно результаты теста уже дальше в обзоре. Ссылки в описании под видео на проверенного продавца. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик. На цену не смотрим, идем проверяем именно в описании под видео актуальную цену. И потом уже тестируем и возвращаемся на выводы. Ну, давайте посмотрим на мини-ПК в разрезе, скажем так, в разборе. Так, Ninker, мини-ПК. Сам по себе, смотрите, какой он. Ух ты, металлический. Сверху пластик или стекло, в общем-то, это стекло. Пластик, прям такой, прям очень блестявый. Здесь у нас все сделано для охлаждения, по сути. Здесь у нас, видите, радиатор охлаждения, здесь диффузоры забора охлаждения. Сзади 2 USB 3.0, у нас USB-C, есть HDMI 1, HDMI 2, LAN RJ45 и разъем питания. Спереди у нас есть 2 дополнительных USB 3 третьей версии. Что у нас еще в комплекте? В комплекте у нас, я могу сказать сразу, крепление для мониторов, либо для стены, в принципе, не знаю, для чего можно использовать. Блок питания 19 вольт 4,74 ампера. Есть HDMI кабель и есть еще вот такой вот кабель питания. Больше ничего тут нет. Есть предложение его подразобрать, посмотреть, что у нас внутри. Так, мы раскрутили. Хотите, покажу один фокус, как вот такие вот крышки сдергивать, которые у вас сильно закручены. Взяли, закрутили винтик и сдернули, потому что чем-то поддергивать его, честно говоря, не очень. Смотрите, у нас стоит сейчас, на текущий момент, 16 гигабайт, DDR4 3200. Можно сделать, поставить еще одну, по идее, двухканал. Еще один 16 гигабайт DDR4 будет отлично. Есть у нас под SATA и PCI-Express SSD вот такого вот формата, это 2230, по-моему. И стоит здесь Crucial P3+, PCI-Express 4.0. Слушайте, интересно. Вообще интересно. То есть можно немножечко его улучшить. Под SSD-шкой стоит у нас, сейчас покажу, стоит у нас Wi-Fi модуль, который можно, кстати, улучшить тоже. Что у нас там стоит? Чтобы вы понимали, это Wi-Fi 6 адаптер RTL8852BE. У него, кстати, индекс скорости, насколько я помню, AX1800. Слушайте, ну неплохо. Вот неплохо. Дальше разбирать не буду, у меня нет такой цели. Смотреть туда на ноутбучное охлаждение. Мне сама по себе плата нравится, и нравится то, что его можно улучшить уже даже на старте. К сожалению, у нас нет 16 гигов дополнительной памяти, но вот очень интересно было бы посмотреть, улучшить, возможно, не знаю, посмотрим. Давайте я уже его собираю и пойдем с вами его потестируем. Ну что, начнем с простых вещей. Мини-ПК Intel Core i5, Raptor Lake, сокет 1744, 10-нанометровый, ну это сокет 1744, тут, кстати, ноутбучный сокет, 28 Вт, 13 поколение, i5 1340P, короче, так вот интересно. Есть даже кэш третьего уровня, 12 мегабайт, 4 мощных ядра, 8 эффективных, 16 потоков. Ну, с материнкой тут понятно, что она построена на PCI-Express 4.0. Память у нас сейчас работает в двухканале, потому что я добавил вторую планку, я вам уже это показывал. То есть на 32 он так вообще живенько начал бегать. Вообще просто. Если в одном канале, то вы же понимаете. Вот сейчас у нас обе памяти, обе плашечки практически одинаковые, с одинаковыми таймингами. Просто шикарно. Теперь по графике мы видим, что это у нас Intel Iris Xe, тоже Raptor Lake 10-нанометровый, ширина шины 128 бит, но само собой здесь все у нас из памяти подтягивает из DDR4. Ничего примечательного по самой графике нет, конечно же, поэтому давайте еще побенчим чуть CPU-шку тут и потом, конечно же, в 3D Mark посмотрим. 711 в одноядерном, 4717 в многоядерном. Не скажу, что это топ-показатель, но с чем-то мы его сравним. А ну давайте, Core i5 14600, само собой с ним сравнивать глупо. А ну, Core Ultra
7 тоже там 16 ядер. Вот что-то нужно подобное. Так, Core i7 7900 у нас проигрывает в одноядерном тесте почти в 2 раза. Вот надо что-то выбрать по ядрам. Даже Core i9 9900KF по одному ядру проигрывает. Представляете, достаточно мощный процессор. В многоядерном сравнить не с чем, да? Ryzen 7 проигрывает ему в одноядерном тесте и почти в многоядерном. То есть, если учитывать, что здесь у нас 16 потоков, то, я вам скажу, очень достойно. Core i7 10-го поколения проигрывает в многоядерном. Короче, слушайте, ну здесь сравнивать достаточно тяжело. Давайте мы сравним, наверное, это все в 3D Mark. Ой, в AIDA 64. Из-за того, что у меня одноязычная винда, и при этом она не русская, у меня само собой не отображается нормально шрифт. Нас интересует CPU Checkmate тест. Сейчас посмотрим. И Checkmate показывает, что он спокойненько делает 8-ядерный Ryzen 7 2700, и, кстати, неплохо. Спокойно делает 6-ядерный Core i7 8700 и где-то не дотягивает чуть-чуть до Core i7 7800X. Но тут же все зависит еще от конфигурации самих сборок, да, поэтому тут судить тоже нужно субъективно, именно потому, что он может. Photoworks тоже интересен. Photoworks интересен тем, что мы видим реальное положение вещей с производительностью с учетом памяти. На двухканале Photoworks будет показывать лучшие результаты, чем на одноканальном тесте. И тут мы спокойно тягаемся с 6-ядерным Core i7 5800K и чуть-чуть не дотягиваем 6-ядерный Core i7 6850. Даже вот сборка 8-ядерный Core i9 11900K тут в некоторых моментах проигрывает. 8-ядерный Ryzen 1800, 8-ядерный Ryzen 2700, 6-ядерный Core i7, даже Core 12-ядерный Ryzen 9 5900X на Dual DDR4 3200. Вот такая ситуация. Проц энергоэффективный, но достаточно интересный. Если говорить о самой конфигурации, то давайте посмотрим сам по себе диспетчер устройств. Ну, видеоадаптеры мы уже поняли, Intel Iris Xe, контроллеры NVMe Explorer, сетевые адаптеры у нас стоит Realtek 8852BE, это Wi-Fi 6 адаптер, правда он 80 ГГц, сразу скажу. Ethernet контроллер i226 LAN RJ45, обязательно проверим. Ну и тут по процессорам, в принципе, как мы видим, 13-е поколение Intel Core i5 16 потоков мы с вами видим. По дискам, слушайте, здесь Crucial стоит диск. Crystal Disk Info. У нас есть, пожалуйста, PCI Express 4 X4, NVMe Express 1.4 Crucial. Терабайтник стоит в хорошем состоянии, конечно же, 45 сейчас температура. Запускаем тест. Давайте поставим NVMe SSD, запускаем тест. И потестируем немножечко температурку, пообновляемся. 54, 55, 56, 57. Вообще, я вам скажу, для такого Crucial от 65, ого, 5000 мегабайт в секунду. Для такого Crucial до 70 градусов нормально. То, что он 60 показывает, это просто-напросто порог, граничное значение. Надо было нам задать. Здесь 70 они для него устанавливают. О, все. 70 устанавливают для Crucial нормальную температуру, но диск очень быстрый. То есть, ребят, диск здесь реально очень-очень быстрый. 5000 мегабайт в секунду. PCI Express X4. Ну, пожалуйста, тест действительно очень крутой, в том плане, что это скоростной диск, с таким перекосом интересным. У нас, ну подожди, профиль NVMe SSD, короче, ребят, 5000 мегабайт в секунду, это очень классно. Да, на запись 1700, но в мелких пакетах показал 3000 мегабайт в секунду. Вообще просто, и в рандомном чтении, это просто нереальные цифры, я вам честно скажу. Очень прикольно. На самом деле, да, по нагреву я бы поработал, и в плане чего, и как бы я модифицировал. Я взял бы диск и через термоинтерфейс пришпандерил бы к нему какой-нибудь радиатор небольшой. Этого было бы достаточно, потому что пиково до 74 градусов он у меня поднимался, именно просто так прострелил и вернулся обратно. Тут стоит это занять, ну вы его никогда так не нагреете, потому что вы не будете постоянно там 5000 мегабайт в секунду копировать 100% времени. Нет, не будете однозначно, только в текстах такое бывает. Поэтому в принципе с дисками все отлично.
А вот в PCMark у нас два противоположных результата. 5000, 5264. Дело в том, что в PCMark там общий результат, даже в 200 баллов это много. Потому что если рассматривать их ближе, то там он вообще очень интересно ставится. Объясню, почему так. Потому что у нас, ребята, мы тестировали и в двухканале 16, вернее в одноканале 16, и в двухканале мы тестировали 32. И у нас все очень получилось интересно. Здесь мы посмотрим с вами и температуры, и частоты, которых достигал наш процессор. Итак, тут очень интересный момент у нас получился. То есть вот этот вот тест левый, это одноканал DDR 4 16 гигов, правый двухканальный режим 32 гига. Объясняю. И хотя тут баллов меньше в 32 гига, в некоторых результатах он намного интереснее. Теперь смотрите, в старте приложений он проигрывает. Ну, вот это единичные баллы, в принципе. Но, во-первых, и так все стартует быстро. Это очень высокие баллы. Это очень высокие баллы. Смотрите, дело в том, что у нас общее все равно на двухканале выше 5264. Но вот за счет чего? Он проигрывает на двухканальном режиме 32 гига в старте приложений именно в скорости. То есть меньше памяти, он меньше их держит, как-то там чего-то у него не сложилось. Но это все мелочи. Face Detect, работа с, допустим, с видеоконференц-связью абсолютно идентична, что там, что там. То есть абсолютно работает там плюс-минус 2 FPS в различных сценариях работы. А вот теперь пошло веб-браузинг, а вот тут уже интересно, тут разница там 9720 баллов на одноканале, а тут 10083. И тут мы уже понимаем, что у нас, например, анимированные 3D объекты на одноканале 244 FPS, на многоканале 300 FPS. Это значит, что у вас больше страниц будет работать с 3D графикой и более качественной, более быстрее. С проигрыванием видео вплоть до 4К онлайн нет вообще никаких вопросов. А вот в чем у нас особый прирост, это в продуктивности работы с базами данных, с таблицами Excel, с документами, и здесь уже конкретный прирост. Если брать 6155, это работа с документами офисного режима, то тут 6989. То есть это написание текстов, это работа с копированием больших, вот смотрите, у нас Recalculate Monte-Carlo. Это очень тяжелый тест, и, допустим, на N100 это будет там 200 плюс секунд. Здесь 90. На Intel Core i9 14900 это будет там 5 секунд или 6 секунд. Это разные моменты, тут разные процессоры с разными вариантами использования, но здесь это очень-очень быстро. И я советую сразу докупать вторую планку памяти. А вот теперь написание 5200 баллов против 6767. Вообще разница разительная, но при этом и то высоко. Он даже в базовых 16 гигах работает очень быстро. Очень хороший прирост получается у нас за счет именно продуктивности и за счет видеоредактирования. Да, вы на нем можете поредактировать видео, на лету он берет 42 FPS, дает при просмотре, то, что выше 30 кадров, очень даже неплохо. В принципе, можно что-то делать. Рендеринг будет не таким комфортным, потому что все-таки он будет у нас рендерить 39 кадров, но это все равно будет либо 1 к 1, если у вас видео 30-кадровое, если 60-кадровое, то 1 к 0, там, 65. Вот так вот коэффициент. Те, кто понимает, те, кто знает, те понимают. Фоторедактирование вы спокойно можете работать в фотошопе и подобных программах. Теперь по частоте, которую достигал процессор. 4300 видел, я вам фактическую говорю, а не то, что нам заявляет наш производитель. 4382, 4375, 4487, вижу 4417. Слушайте, ну он в турбобуст хорошо уходит. 4400, 4488, 4500 фактически. Да, это очень неплохо. Дальше у нас температура. По температуре пиковые значения у нас были по температуре 67 градусов. А что так низко? В рендеринге 62, у него классное охлаждение. 72 где-то в пике, но для этого процесса это абсолютно отличная температура. Средневзвешенная температура в работе 59-60 градусов. Это то, что я вижу. В фоторедактировании
Именно в редактировании, а не в рендеринге. Фото и видео 69, 71, 72 максимум. 74 пиковая было. Именно пиковая, это не постоянно. Отличный результат. Ребят, не греется, можно уже на этом делать выводы. Итак, даже поиграть в полноценные танчики можно. Вы видите, слева у нас 190, 200, 200 FPS. Это низкие настройки. Говорю сразу, играю сейчас на низких. Можем даже немножечко их подкрутить. Давайте куда-то в настроечки графика поставим средние. Средние простые. Применим и перезагрузим. Да, блин, еще перезагружать надо. Итак, средние 50, 67 на средних настройках. Видите, уже тут и лучики добавились. Красиво. 75 FPS. Ребят, что на этом? Нельзя поиграть в полноценные танки. Я же не говорю про World of Tanks Blitz. Это полноценные танчики. Нифига себе. Можно играть? Так, сейчас мы тут в кого-то пошмаляем. Где там нас? Полноценные танки, ребята. Играем. Так, это свои. Меня засветили. Все нормально, лампочка. Поехали дальше. Сейчас быстро сольемся. Мы умеем. Опа, иди сюда. Блин, надо перекрестие настроить. У меня перекрестие пропало. Иди сюда. Есть. Критический урон. А ну иди сюда, гад. Иди сюда, я сказал. Иди сюда. На. Блин. На. Есть еще разочек. Давай, иди сюда. На. Еще разочек. Я сейчас буду ехать и тупо тебя расстреливать. Он в кого-то там стреляет, а я в него. Но при этом у нас отлично все работает. 60 FPS. Так, давай еще разочек, сливаем тебя и идем тестировать дальше. Да что ты будешь делать, а? На, все, есть уже. Такое, я даже кого-то слил, вы поняли? Какой я красавчик. Слушайте, ну блин, ну танчики работают. Конечно же 4К видосики в ютубчике. Давайте включаем 4К. Пожалуйста, включаем с вами статистику для сисадминов. И идет, зараза. Идет еще и с коннектом 374. Сколько? 410 мегабит. Нехило. Нехило, скажу я вам. Очень нехило. Мне нравится. Ну, блин, 4К, 60 FPS. При этом это у нас показатель того, что мы в браузинге все можем делать. Мы можем с вами использовать соцсети, мы можем с вами здесь смотреть, читать новости. Короче, по браузингу с таким количеством памяти и производительности вообще вопросов нет. А вот теперь у нас тест рабочий. Как мы видели с вами из PC-марка. Я вам объясню, как надо тестировать классно свой мини-ПК или свой ПК. Давайте умножаем на что-то. Теперь берем еще, создаем формулу, делим это все. Давайте вот это вот делим это все еще там на сколько-то там. И делаем еще квадратный корень. И казалось бы, чего тут такого-то страшного в том, что я сделал 3 формулы самых простых и напечатал текст. А теперь берем, растягиваем, чуть-чуть уменьшаем, чтобы было видно общий массив. Помните, я вам говорил Recalculate Monte Carlo? Это приблизительно тест, похожий на Recalculate Monte Carlo, и растягиваем его на пару тысяч строк. Вот такой вот. Тянем, тянем. И смотрим, сколько же секунд у нас займет на заполнение. Вот у нас на текущий момент, я сейчас посмотрю, сколько строк. Я что-то там выбрал. Года нереальное количество строк. Это у нас там было указано 90 секунд. А у нас это заняло не больше 30. Это огромный массив. На, знаете, сколько тысяч строк? Ой-ой-ой, я что-то тут вообще переборщил. 2500, 2600. На 2700. А теперь вдумайтесь. Оно брало каждый этот бачок, копировало, рекалькулировало. И все это в режиме реального времени. Теперь мы его скопируем. И вставим сюда. Ребят, этот мини-ПК способен работать с огромными базами данных. То есть вот это, это даже таких таблиц я не видел, что там 10 тысяч строк я сейчас скопировал, выкопировал. Это, ну, нереально. Он спокойно с ними работает. Он прошел тест на отлично, скажем так, по работе
с офисными приложениями. Конечно же, тесты сети будут. 5 ГГц Wi-Fi. Так как у нас 80 МГц модуль, то это будет порядка 700-800 мегабит. Честные 800, ну, там 750 мегабит по Wi-Fi. Это хороший показатель для мини-ПК и ПК именно в плане Wi-Fi. А был бы здесь Wi-Fi 7, либо Wi-Fi 6 какой-нибудь Intel BE, но он бы не стоил бы столько. Допустим, этот мини-ПК, он стоил бы уже дороже. Потому что здесь модули тут даже на отдачу до 900 пробиваются. При коннекте 1200 на 1200. Это канальная скорость, она всегда выше по показателям. То есть он имеет хороший КПД. Теперь мы с вами берем... Подключаемся на 2,4 ГГц, конечно же. Обновляемся 2,4, тестируем. И, Лен, мне нужен синий кабель, пожалуйста. 2,4, выше среднего результат. Очень хорошо, выше среднего, около 200 мегабит. При том, что 2,4 диапазон это грязный диапазон. Он дает неплохо. 196 мегабит. Это прям приятно-приятно. 196 на 160, 100, 130. Где-то там пиковые значения больше 100. Очень неплохо. 130. Подключаем LAN на J45. Ребят, подключаем LAN на J45. Сейчас посмотрим, насколько у него LAN работает. Но по сетевым модулям у меня вопросов нет. Слушайте, очень приятный процессор. У меня мой ZenBook на Intel Core i7 тоже энергоэффективно, правда, 11 поколения. Так вот эта штука, она обгоняет Intel Core i7, мой, который был там. Тут тоже из такой же оперы. Здесь 2,5 гигабитная сеть. Да ладно! А мы подключали какие-то к нему модули, пробовали. Вытянет он модули 2,5. А у него 2,5 гигабита сетка. LAN J45 на 2,5 гигабита. На загрузку 2,5, на выгрузку... Ну давай, мы в тебя верим. На выгрузку гигабит почти. Давай, 872. Давай еще разочек тестанем. На загрузочку... Давай, 2,5 гигабита. Четко. Пинг 1, jitter 0,2. Все отлично. По сетевым модулям вопросов нет. По отдаче, что он там выгружает, сейчас посмотрим. Давай. Давай, выгрузка. Ну, мы показываем всю правду. 800, там пиково 900, 800 на гигабит выгрузка. 2,4 на гигабит. Очень даже неплохо. Что еще можно здесь сделать, кроме этого? Поиграть. Ну, поиграть мы уже показывали танки. У меня есть, я вам скажу, еще, например, Слушайте, давайте Counter-Strike запустим второй. Мне прям интересно. Итак, CS2 на средних настройках 40 FPS. Выше 30-очки, 40-кушка. О, был какой провисончик. Не-не-не. Сейчас будем снижать, опускать FPS-очки. Опа, вот это западло. Как можно было пострелять и не перезарядиться твою налево? 30-40 FPS нужно, конечно, чуть-чуть у нас поменять. А ну давай, иди сюда. Ну, что там, покупаешь что-то или что? Бам, все, есть. И меня тоже. Тоже в голову. Не, сейчас поставим. На минималках сыграть можно вообще запросто. Вообще запросто. Смотрите, давайте видео. Так. Давайте низкое поставим. Так, поставили низкие. Поехали. 40. 40-50 он там держится. 40-50 FPS. Да слушайте, ну поиграть можно-то. 50-60-70. Вы задолбали. Ну только на минималочках. Только на минималочках. Куда ты? Я, во-первых, без звука играю. Во-вторых, кто-то в меня сзади уже, наверное, шмаляет там. Вон он. Иди сюда. Ну, понятное дело. Тут много на одного. Блин, я еще не с мышкой со своей играю. Еще и с задержкой, еще и без звука. И все. И я вот такой вот Counter-Striker. Нифига себе. Это вот просто. Ну, слушайте, ну играть можно. Играть можно 40, 50, 60 FPS. Понятное дело, я пробовал PUBG. PUBG сразу нет. Можете там не думать, что вы там поиграете во что-то нифига себе это крутое. Танки, КС на минималках. Иди сюда. Вот это я гонево вообще. Ну да, мышка рулит, конечно. Блин. Сейчас, не я завалил. По-моему, меня. Ну, короче, все.
Зато вы сможете поиграть, например, в такие игры, как StarCraft 2. Вообще без проблем. StarCraft 1, 2, я сейчас на средних настройках шпилю как не знаю кто. Вообще. То есть во что-то незатейливо играть можно. StarCraft, Hearthstone, Diablo 3, возможно, Diablo Immortal пойдет даже. То есть вот, смотрите, я вам сейчас покажу даже настройки. Смотрите, настройки графика. Это на высоких. Постобработка средняя. Ну, это высокие настройки. Стоп, я играю на высоких настройках, нифига себе. Посмотрим. Не, я понимаю, что надо ставить средние для того, чтобы, допустим, когда будут тотальные там массовые бои, тут, чтобы не было никаких проблем. Ну и даже в Diablo 3 с комфортным FPS вы спокойно сможете играть. Ребят, я вот не знаю. ПК действительно неплохо получился. Я устал от N100. N100 пихают все, кому не лень, но там действительно там тупо офисная печатная машинка. А то, что вот у вас получается более такое мультимедийное, более для развлечений, еще там, знаете, отвлечься на что-то, на какие-то игрушки незатейливые, для танководов подойдет. Именно такое, не в совсем таком глобальном качестве, но на средних настройках вы сами видели, как он бегает, да, 70 FPS. Ребят, я готов проходить и делать выводы по этому мини-ПК. Ну что, в качестве резюме скажу, что да, цена, возможно, чуть-чуть высоковата, но она всегда меняется, и поверьте, со временем она упадет. На момент съемки этого видео она была такая, но в описании под видео есть ссылка, где вы всегда можете узнать актуальную. Я рекомендую, как рабочий мини-ПК с каким-то налетом мультимедийности и каких-то развлечений игровых, минимальных, он отлично подходит. Рекомендую, достаточно качественная, интересная вещь, которая практически не греется, мощная и прикольная. С вами был Бабл на канале Техноглон. Пока.